Ну что же, всем привет, меня зовут SVJ и добро пожаловать на мой видеоролик, посвященный игре Cyberpunk 2077, которая изначально должна была выйти 16 апреля 2020 года. Потом была перенесена на 19 ноября 2020 года. В итоге окончательной датой выхода стала 10 декабря 2020 года. Но должна ли она была выходить в 2020 году? Игра Cyberpunk 2077 была самой ожидаемой игрой этого года, и каждый перенос выхода мог оказаться плачевным для CD Projekt Red. И прежде чем мы перейдем к теме видео, лишь скажу, что изначально у меня не было темы для ролика. И скорее всего была идея создать свою оригинальную рубрику под названием «Ролик ни о чем», где я о чем-то буду рассказывать о игре Cyberpunk 2077. Потому что мне друзья говорят, сейчас игра в тренде, следовательно нужно делать ролик об этой игре, чтобы, так сказать, хайпануть. Однако, проведя в игре сколько-то там часов, там, если что, скриншот будет вставлен, там, где показано, сколько часов я наиграл до выхода этого ролика, я нашел действительно важную тему для ролика об этой игре. Несмотря на то, что игра действительно произвела очень хорошее впечатление, есть очень много нюансов, которые значительно смогут перебить хорошее впечатление. Естественно, это баги, как и незначительные, так и значительные. В игре их вполне достаточно, что в принципе и наводит на мысль, что можно было еще немного подождать. Абсолютно. Потому что там удобно, красиво, сделано, все такое. Блин. Это, блядь, мой напарник прошел мимо перед этим противником, а похуй. Ты 4 раза перезагружался, я все знаю. Да мне пофиг. Я не могу орать с того, как мой напарник пробегает прям в упор, и его не видят. Меня зато палят. Обнаружено тело. Ну давай нас. Я не могу это воспринять всерьез. Он реально мимо них пробегает и им похуй, что? Почему? Угу, пристрелят. Чувак, тебя и так в упор не видят. Его уровень скрытности это называется прохожу в упор мимо противника, он нихуя не видит. Это да. Но я про другое, про харизму, все такое. Так я и говорю, харизма, не то что харизма, вот харизма, что прям именно вот уровень скрытности просто похуй. Вот именно уровень скрытости? Да, именно это. Также помимо багов, игра еще и не оптимизирована, из-за чего и такие системные требования. И если мне еще повезло с конфигурацией ПК, и я получаю вполне стабильные 60 FPS в 1080 рублей в помещениях и прочих других замкнутых пространствах, а уже на улице и большинстве себелюдных местах счетчик колеблется между 40 и 60. Но в случае тех, у кого ниже минимальных требований, все гораздо печальнее будет. Что касается консолей... Особенно с консолями там вообще печаль, беда, тоска, досада. Прям совсем. На PS-ке, во-первых, 6 кадров, во-вторых, мыло и прогрузка, короче, вообще полный фарш. Блять, я представляю сейчас это, школьники такие, консольчики заснули. ПК тащит. По факту. Ну, знаешь, что, типа, забавно? Потому что Реды обещали, типа, отличный порт, ну, то есть, отличную игру на плойке. Бля, ну это кринж.
Мне вот говорили, что вот игра очень специализирована для консолей, но это Ну, наш как бы- скажу так, по управлению это факт. Даже на ПК под геймпад лучше адаптировано, чем для мыши. Я тоже на геймпаде с плойки играю, так что мне так удобно, но все же. Так вот, насчет консолей. Все, ты видел оценку? Не, еще не чекал. Знаешь, какая оценка у версии Для PS. для PlayStation? Ниже 8. Да, немножко ниже 8. Так, идем дальше. Ниже 7. Баллов так на 6. На 6. У нее 2, там, 2,2, что такое. Это было жестко. Вот это жестко. Что касается консолей, не стоит пытаться играть на Noir, если не 5 или 4 Pro, или Vert, если не Series X или S. Тем более на это сами CD Projekt Red намекает на сайте игры. Ну, я думаю, вы и так прекрасно знаете, как игра выглядит на консолях. Уже в принципе постгена, я думаю, можно уже назвать так, судя по всему, раз они игру не тянут. Да и оценка на метакритике о многом говорит. Впрочем, отойдем от железа, которое игра хочет. Есть также нюансы и в самой игре. Как по мне, я считаю, что открытый мир не до конца доработан. В том плане, что все его составляющие, в основном NPC, слишком независимы от окружающей среды. Это заметно как и по их репликам, когда пытаешься с ними говорить, так и по поведению. Тут даже дело в том, что их механизм сделан по достаточно примитивно-топорной схеме любой RPG. Когда вроде ты подходишь, и вроде они даже тебе отвечают, но при этом они живут своей жизнью и в большинстве случаев игнорят происходящее вокруг них. К примеру, я вот такой вот говнюк, решил угнать, можно даже так сказать, прямо из-под них носа, их транспорт. Тут только два сценария. Либо игнор, либо тебя захотят пустить на тюнинг. Но возвращаемся обратно к механике мира этой игры. Как только вам удастся свалить от владельцев транспорта, что возможно в 90% всех случаев, про вас просто забудут. Далее кастомизация. Не сказать, что она прям вообще не широкая, но и недостаточно. Вроде вариаций и много, но в то же время такое ощущение, что мало. Для меня кастомизация в Киберпанке находится на одном уровне с кастомизацией в PSO 2. Да и также влияет только на ваш внешний вид. Проще говоря, если вы, к примеру, любитель футонари, то для вас в ассортименте только один хуй. И то, вы сможете им только в снаряжении болтать. Нравится. Мне нравятся еще вариации размера. Большой, маленький по умолчанию. Все. Типа, других вариантов нету. Так-то о недостатках, я думаю, хватит. Потому что, как-никак, в игре есть достаточно хороших аспектов. Над сюжеткой, да и погружением была все же проделана работа. Да и в принципе контента, к примеру, заданий, как и основных, так и дополнительных, вполне-таки достаточно. Говорю серьезно, не хочется ничего, кроме как сидеть, чилить и играть в Cyberpunk. Да и в последнее время у меня состояние такое, что только играть в Cyberpunk только и хочется. Хотя есть предположение, что все так-то бы идет по плану. Типа, пока мы играем игру потихоньку допиливает. Так что, ребят, которые сейчас играют, мы, ребята, бета-тестеры, вот. В общем, как бы либо я, либо кто-то еще не наслаждался игрой, все равно с выходом стоило повременить. И лучше допилить до конца, я так считаю. Может, кто-то из вас со мной не согласен. Можете тогда свое мнение написать в комментарии. Будет интересно почитать. Как думаешь, лучше было бы, если бы они сделали еще один перенос? Ну, возможно. Мне кажется, что да, все-таки. Ну, в принципе, с одной стороны, соглашусь, что стоило. Но с другой стороны, я думаю, не одобрили многие. Перенос. Да, я очень ждал игру, я прямо проснулся. Так я и говорю. Я лег где-то, Ну короче, просто 10 часов 10 ночи. декабря это был третий перенос именно выхода. Думаешь, еще четвертый такой перенос, ну знаешь, это даже уже перебор, даже вот если брать сравнение выход GTA на ПК.
Знаешь, Серьезно? я бы лучше перенес, чтобы не видеть вот 2,2 на PS4 оценка. Это же жесть. Ну, Киберпанк дали 8 лет. Я перед тем, как он вышел, посмотрел, когда его только анонсировали в 2012 году. Это же капец. Столько времени мы его ждали, а теперь А это 2,2, 2,8, 6,6 оценки на Метакритике. Люди жалуются. Только на топовом, на нормальном железе можно поиграть в 60 FPS. Всякие блогеры там с включенным RTX, у них даже падает до 50. Там на 3090, на 3080. ну это сильно. Сказал, еще занят. Да, это жестко. Но... Так собирались уехать. Так, ладно, хронометраж на больше чем 10 минут растянули, следовательно, здесь можно заканчивать данный видеофайл. Поэтому, если вам ролик понравился и было интересно это все слушать, значит вы обязаны по закону видеокодекса от игрового ютубьера поставить лайк. Я тоже без понятия, кто это, но лайк поставь, ок. Ну и поделись роликом с друзьями, не будь жлобом. Также, если тебе тут интересно проводить время, значит подпишись на канал. И, пожалуйста, имейте в виду, что это не просто мой канал, а это именно я, мои интересы и то, что я делаю. Поэтому не рассчитывайте, если вы здесь ради чего-то конкретного, потому что я делаю в первую очередь, если мне это интересно. И я не хочу делать просто так ради того, чтобы срубить Баблинканского. Поэтому имейте это в виду просто-напросто. А, ну и колокольчик нажмите. Ну и теперь я могу с вами попрощаться. И я снова всех здесь соберу уже в следующей активности канала. Не болейте и всем пока.